Подумать не мог, что так быстро вернусь сюда. Все произошло спонтанно. Срывается одна поездка и подворачивается Исландия. До последнего гложет опасение, что всю поездку не смогу избавиться от чувства вторичности, ведь в Исландии я уже был 3 года назад. Какими же ложными порой оказываются сомнения в твоей голове. Поддайся я им, и самого грандиозного путешествия в моей жизни не случилось бы. Еще на заре своих путешествий я поставил себе за правило не возвращаться в места, где уже бывал, ведь в мире столько всего можно увидеть, жизни на все не хватит. Но в этот раз мы едем в Высокогорье, регион Исландии, который я еще не успел посмотреть. И это, друзья мои, космос. В Высокогорье я поехал в составе группы моего хорошего друга Виталика Махновца. Его вы можете помнить по моему фильму про Фарерские острова. Эпичность его трипов зашкаливает, поэтому если любите групповые путешествия, обращайтесь к Виталику. Ну, а если готовы к такому приключению самостоятельно, в моем мобильном приложении T-Travel вы найдете детальный маршрут всей нашей поездки. Все ссылки в описании под видео. С вводными данными закончили, погружаемся в эпичность. Глядя на всю эту красоту, может возникнуть логичный вопрос. Артем, а как можно было отложить этот регион на второй приезд? Дело в том, что с Высокогорьем не все так просто. Оно открыто всего 3 месяца в году, с июля по сентябрь. Остальные месяцы все эти исландские сокровища надежно скрыты толстым слоем снега и непроходимыми дорогами. Более того, даже с июля по сентябрь по этим дорогам могут проехать только полноприводные авто с высоким клиренсом. На пузатерках сюда даже не суйтесь. Во-первых, это запрещено правилами прокатных контор. Во-вторых, вы гарантированно убьете автомобиль. В 2018 году я путешествовал по Исландии на Kia Rio, и это было в июне. Помимо Высокогорья, мы заезжали в множество не менее потрясающих локаций, и это также помогло мне закрыть многие мои исландские гештальты. Как, например, вот этот водопад. Я очень хотел его посетить еще в 2018, но банально не успел. Яркий показатель необъятного многообразия Исландии, когда такие локации вычеркиваются из-за нехватки времени. И говоря о многообразии, я не шучу. Пейзажи тут могут меняться чуть ли не через несколько десятков километров.
Вот, например, еще один регион высокогорья совсем по соседству. Первое слово, которое приходит на ум при воспоминаниях об этом месте – сказка. Все эти радужные переливы, которые начинаются у тебя под ногами и заканчиваются где-то за горизонтом, вырывают тебя из реальности, и ты бродишь по этому сказочному миру, как персонаж фэнтези. В этом месте случилась первая из многих, очень многих вспышек счастья за эту поездку. Путешествуя по высокогорью, нужно быть морально готовым к тому, что не во все места тебе удастся попасть. Исландская погода непредсказуема. Могут резко пойти обильные дожди, что поднимет уровень воды в реках, а в высокогорье переезжать их вброд – неизбежное занятие. Поэтому стоит регулярно мониторить информацию о проходимости интересующих вас дорог на исландских сайтах. Ссылки на них я оставил в маршруте Natitravel. В один из дней такая ситуация произошла и с нами. Мы были в курсе, что уровень воды в реках поднялся, но решили все-таки рискнуть. Это стоило нам оторванной защиты и выгнутого бампера на Toyota RAV4. Категорически не советую брать эту машину в высокогорье. Subaru Forester справлялся гораздо бодрее.
Как бы то ни было, бойцы несли потери, но упрямо продвигались вперед. На каждой серьезной переправе Виталику приходилось выходить и лично проверять глубину и силу течения. Так мы преодолели примерно половину пути, но, как это обычно и бывает, стихия оказалась сильнее человека. И прогноз оправдался. На определенном отрезке реки стали непроходимыми. Пешочком? Благо, пути отхода у вас всегда будут, ведь на Золотом кольце Исландии есть уйма красоты, доступной в любую погоду. Ну, разве что может понадобиться постоять в пробке из лошадок или овечек. А венцом этой красоты, конечно же, являются водопады. Радужный ревил. Именно благодаря смене наших планов в моей голове произошла еще одна вспышка счастья. Я уже говорил, что стараюсь не возвращаться в места, которые видел, но есть у этого правила несколько мест исключений, которые навсегда остались в моем сердце. В Исландии это архипелаг Вестманэйр. Один из его островов вы сейчас видите на горизонте. Понимая, что снова лечу в Исландию, я мечтал на него вернуться. Но Виталик четко дал понять, что рассчитывать на это не стоит ввиду очень плотного графика поездки. И вот мы возвращаемся из Высокогорья на Золотое кольцо, останавливаемся на заправке, Виталик подходит к нашей машине и говорит: «Слухай, Тьом, є сенс заїжджати на Вестмани на 2-3 годинки?» В моей голове начали звенеть колокола. И не стихали они до самой ночи. Я возвращаюсь на Вестманэйр. Добраться туда можно только на пароме. Машину лучше взять с собой, остров не настолько маленький. Переправа будет длиться около 40 минут, и по пути можно увидеть 2 необитаемых острова с одиноким домиком на каждом из них. Много лет по миру гуляла легенда о том, что один из этих островов подарили исландской певице Бьорк, так сказать, за заслуги перед Родиной. И на острове стоит ее дом. Красивая история, но правда прозаичнее. На самом деле, это обычные охотничьи домики, в которых неделями может не ступать нога человека.
Наблюдая за моей нескрываемой радостью от возвращения, все ребята из группы повысили планку своих ожиданий от этих островов. И вот здесь я уже стал переживать, чтобы и им Вестман-Эйр открылся в нужном свете. И сейчас я говорю не только в переносном смысле. Дело в том, что весь день шел дождь, и небо было затянуто тучами и туманом. С такой погодой мы бы не увидели существенную часть местной красоты. Но через полчаса после прибытия на остров погода стала быстро улучшаться. Будто сам архипелаг был рад долгожданному возвращению и решил показаться нам во всей красе. В итоге мы смотрим на самый красивый закат за всю поездку. Вся группа в восторге, а я сижу на очень особенном для меня пляже и ловлю себя на мысли, что с возвратом в это место приобрел последний недостающий пазл из всего возможного спектра ощущений от путешествий. Я вважаю, що це перемога. Коли Віталій каже, що 3 години на ці острова це реально мало, Да. і він не хотів їхати, я йому 3 роки казав, поїдь на Вестман-Эйр. В тот вечер я искренне считал, что путешествия мне больше ничего нового не смогут дать. Катарсис, пазл собран, и картина полноценна. Через пару дней Исландия, попросив подержать ее пиво, мощно и обескураживающе докажет мне, что я ошибался. Но мы пока об этом не знаем. И едем обратно в Высокогорье. Сегодня оно снова предстанет перед нами другим. Опять красота до горизонта и опять красота под ногами. Вообще в Исландии почаще смотрите под ноги. Поверьте, откроете для себя много сюрпризов. Переезжая из одной неземной красоты в другую, очень легко потерять чувство меры и оказаться заложником собственных амбиций. Например, идея полезть на ледник без снаряжения и подготовки может показаться гениальным планом. И даже необходимость переходить босиком ледяные реки не останавливает. Слабоумие и отвага заканчиваются лишь на этапе провалов грунта под ногами за метров 100 до ледника. Урок усвоен, уважаемая Исландия. Справедливо урезонили дерзость взорвавшихся юнцов. Что мы скажем исландскому льду? Не сегодня. Завтра. Да, определенно завтра. Отступаем вновь к Золотому кольцу.
Хоть я в этих местах уже был 3 года назад, было очень приятно вернуться. Я практически не брал в руки камеры, в сравнении с тем, как это происходит обычно. Просто сидел и наслаждался. Оказывается, так тоже можно. Сфокусироваться не объективом, а органами чувств. И мне это определенно понравилось. Следующие несколько минут я постараюсь передать вам исключительно звуки Исландии, без музыкальной мишуры и моих комментариев. В этом каньоне произошло судьбоносное событие. Помните, я говорил про исландские сюрпризы у вас под ногами? Так вот, мы собрали местных грибов и ягод. Съедобных, но, судя по всему, галлюциногенных, потому что то, что происходило в нашей поездке дальше... в общем, сами смотрите. Окей, вода, конечно, была не такого цвета, но смотрится это все равно сюрреалистично. Дело в том, что Виталик привез с собой в Исландию матрас с идеей сделать контрастный тропический кадр посреди ледникового озера. И, конечно же, все ребята захотели себе такой же. Пришлось 1,5 часа поработать лично оператором всей группы, раздавая режиссерские задачи своим курортникам. Загорать на матрасе посреди льдин в ледниковом озере на фоне самого большого ледника в Европе. Это на всю жизнь. Прикольно, мне нравится. Скажи, круто. А тепер все, що він нам кричав, кричимо разом йому. Голову вправо, лівою ногою, уприся на льдин. Убери страх с лица. Блин, круто. Жалко, телефон не взял с собой. И хорошие ракурсы. Підгрібай назад, бо тебе зараз в річку винесе. Тільки активніше, бо то не шутки. Голову вверх, вот так, офігенно. Фоткаю. На 3. 1, 2, 3. Как ощущения? Рук не чувствую вообще. Такое ощущение, что они у меня по ощущениям как будто бы в 3 раза больше в объеме. Кажется. Вообще, именно со стороны Золотого кольца этот ледник впечатляет сильнее всего. Перед тобой вырастает огромнейшая стена из льда средней высотой в 1,5 километра.
И хоть глядя на нее в это сложно поверить, когда-нибудь эта необъятная глыба исчезнет. Вряд ли даже дети наших детей доживут до этого, но Виталик озвучил интересную мысль. Лед исчезнет, но появится множество новых локаций, скрытых под ним. Мысль настоящего первооткрывателя. Главное, чтобы к тому моменту осталось кому разведать эти новые места. Сейчас вы видите еще одну ледниковую лагуну. Такие озера и лагуны как раз и образовываются от таяния ледников. Погода в этот день была на редкость солнечной, и к сумеркам небо оставалось ясным. А это значило только одно – на улице сентябрь, а в этом месяце уже есть маленький шанс увидеть ночью северное сияние. Все, что имело хоть малейший шанс на осуществление в этой поездке, произошло. Но также произошло и то, что казалось невозможным. На следующий день мы в последний раз всей группой поехали в Высокогорье, к действующему вулкану. То, что происходило дальше, сложно вообразить в здравом уме. Иду проверю температуру. Мы плавали в вулкане. Фраза, в которую я до сих пор до конца не могу поверить. На обратном пути с вулканической ванны я бросил взгляд налево и увидел застывший океан. Сюр не думал заканчиваться. Офигеть, блин. Я смотрел и не мог поверить своим глазам. Казалось, что передо мной поставили огромный стоп-кадр бушующего океана. Или кто-то по щелчку пальца этот океан остановил. Оптическая иллюзия, вызывающая мурашки по всему телу. И оказавшаяся предвестником самого грандиозного зрелища в жизнях каждого из нас. Покидая Высокогорье, мы пробили колесо на RAV4 и остаток поездки проехали на докатке. Нам предстояло посмотреть несколько локаций, которые уже никак не могли нас впечатлить, и затем проехать около 500 километров в сторону западного побережья. Путешествие плавно подходило к концу, и казалось, что самое впечатляющее мы уже увидели. Как вдруг один из участников нашей группы скидывает сообщение в общий чат. Неподалеку от Рейкьявика, в нескольких сотнях километрах от нас, проснулся вулкан. И по прогнозам, утром он может потухнуть. Чтобы его увидеть, придется отказываться от западного побережья, не спать всю ночь и затем на рассвете пытаться уснуть в машинах. Единогласно и без раздумий мы сделали лучший выбор в нашей жизни. Блин, это безумие. Но вполне в стиле этого трипа, по-моему. Это реально, если мы будем ждать до утра, он будет. Да никто до утра не будет, я вас прошу. Никто
равно не захочет оставаться. Я готов ехать сверху на машине, держать зубами за антенну, если надо. Туди прямо зараз. Дуже багато разів бачив, але воно вражає кожен раз точно такою ж самою силою, як завжди. Ху-ху-ху-ху. Никаких слов не хватит, чтобы описать увиденное. Зарождение Земли, происходившее миллиарды лет назад, происходит перед твоими глазами. Не представляю, что может быть еще более впечатляющим зрелищем на нашей планете. Дальше только космос. Как бы это ни звучало, в ту ночь я искренне считал, что если умру прямо сейчас, глядя на это зрелище, меня это полностью устроит. Проведя последний день поездки в Рейкьявике, ребята из нашей группы улетели домой. А я остался еще на несколько дней с Виталиком, чтобы исследовать не попавшие в основной маршрут локации. И вот здесь, как говорит Виталик, началось настоящее путешествие не для бубочек. Сначала мы прошли полосу препятствий, чтобы посмотреть на падающие вверх водопады. Затем снова отправились в уже заснеженное высокогорье. Дождь шел горизонтально, периодически превращаясь в снег. Мы даже задумались, может ли капля при достаточной скорости поцарапать кожу. Ветер был настолько сильным, что по горным хребтам было реально опасно ходить, тебя просто сдувало. Но сюрреализм происходящего не снижался.
Учитывая интенсивность осадков, скорее всего, мы были одними из последних гостей этого региона в этом году. Высокогорье постепенно погружалось в зимнюю спячку. Оставшиеся 2 дня мы провели в поисках малоизвестных локаций, катаясь по бесконечным черным дюнам в полном одиночестве. Погода продолжала ухудшаться, и наши вылазки из автомобиля становились все короче. Но разве это могло испортить ощущение, когда вокруг такая красота, и наблюдать ее можно даже из окна машины? В конце концов, мы нашли то, что искали, и добавили еще 2 локации в маршрут. Хотя это уже было не столь важно. За 14 дней путешествия мы получили уникального опыта больше, чем у большинства людей на планете. И это в стране, являющейся 106-й в мире по своим размерам. Вы все еще раздумываете, ехать ли в Исландию?